Привет всем! Недавно Тэхён и Чингук выбрали песни, которые показались им особенными. Они, кажется, отражают глубину их любви и близости друг к другу. Чингук выбрал Die With и Smell и Still With You, а Тэхён What Makes You Beautiful и Elfu in Soul. Эти песни не только прекрасны с музыкальной точки зрения, они также наполнены глубоким личным эмоциональным смыслом. Каждая строчка, кажется, рассказывает часть их истории, о моментах, которые они разделили, о невысказанных обещаниях и о чувствах, которые медленно, но сильно росли. Ясно, что эти песни были выбраны не случайно, все они кажутся тщательно продуманными, как будто они хотели передать что-то важное об их чувствах через язык музыки. Для Тэхёна и Чингука музыка – это самый честный способ выразить эмоции и окно для поклонников, позволяющее понять их прекрасные отношения. На последней фотографии всей группы BTS Тэкук снова выглядит невероятно. Видеть их вместе всегда вызывает теплые чувства, даже если это всего лишь один кадр. Тоска фанатов немного утихает, и улыбка появляется сама собой. Шуга тоже выглядел здоровым и подтянутым, поистине радостное зрелище после его долгого отсутствия. Эта фотография кажется обещанием, что группа BTS в полном составе скоро вернется и что они будут с нами чаще. Примерно через месяц BTS официально возобновят полноценную деятельность, и нас ждет еще много таких драгоценных моментов. Видеть Тэкука вместе, даже просто на групповом фото, всегда вызывает особое чувство в сердцах их фанатов. Это чувство комфорта, чувство защищенности и тепло, которое трудно описать. Некоторые могут задаться вопросом, почему Тэхён и Чингук позируют немного порознь на фотографии, но важно помнить, что BTS вернулись к профессиональной работе. Селфи и групповые фотографии – часть работы, они, конечно же, следуют определенным правилам, включая позиционирование и взаимодействие. Это никоим образом не отражает никаких проблем между ними, и это, конечно же, не вина Чингука. Настоящие фанаты понимают, что профессиональная и личная жизнь – это две разные вещи со своими правилами. Когда камеры выключены и работа закончена, мы знаем, что Тэхён и Чингук всегда находят время побыть вместе. Они демонстрировали это бесчисленное количество раз, через небольшие, случайно запечатленные моменты и через естественные жесты, когда они не на работе. Их способность ставить отношения на первое место, несмотря на плотный график, показывает, насколько важен каждый из них в их жизни. Рекомендации Тэхёна и Чингука относительно любовных песен подтвердили особенность их отношений. Когда Тэхён выбрал What Makes You Beautiful, многие фанаты сразу же вспомнили незабываемый момент на концерте Гарри Стайлса 20 марта 2023 года в Сеуле. В тот вечер, даже несмотря на то, что они сидели в разных рядах, близость Тэхёна и Чингука была очевидна для всех, кто обращал на это внимание. Видео, снятые фанатами, запечатлели этот драгоценный момент. Тэхён повернулся к Чингуку, спонтанно задвигался в такт музыки, и Чингук тут же ответил с такой же энергией. Когда зазвучали слова «Ты освещаешь мой мир, как никто другой», эмоции были очень сильными. Чингук встал и затанцевал с Тэхёном, простой жест, который показал глубокую связь между ними. Взгляды, которыми они обменивались, маленькие, гармоничные движения, нежные, естественные прикосновения, все говорит громче слов. Нет эмоциональной дистанции, нет колебаний, только доверие и комфорт. Чингук всегда естественно реагирует на энергию Тэхёна, а Тэхён находит радость в присутствии Чингука. Их отношения строились со временем, благодаря постоянным маленьким жестам, благодаря глубокому уважению и благодаря готовности быть рядом друг с другом. Среди давления, ответственности и пристального внимания окружающего мира они находят утешение в том, чтобы быть вместе. Чингук – источник радости для Тэхёна, Тэхён для Чингука – это убежище, где он чувствует себя любимым и защищенным. Эта связь учит тому, что настоящая любовь или глубочайшая дружба не всегда должна выставляться на показ, ее нужно просто взращивать с помощью верности, внимания и искреннего присутствия. Тэхён и Чингук демонстрируют, что крепкие отношения строятся на последовательности, взаимопонимании и готовности продолжать идти вместе. Близость между Ким Тэхёном и Чон Чингуком всегда кажется настоящей, даже когда они не пытаются это показать явно.
В том, как они стоят рядом, чувствуется спокойствие, как будто присутствие друг друга само по себе дарит ощущение безопасности. Для многих поклонников такая связь неподдельна, она только растет из доверия, построенного со временем. Каждый миг, проведенный ими вместе, излучает комфорт, не мимолетную эйфорию, а зрелую эмоциональную стабильность. То, как они понимают друг друга, не говоря ни слова, демонстрирует глубину связи, выдержавшей испытание временем. Небольшие жесты, такие как взгляд, легкая улыбка или шаг в унисон, становятся особым языком, понятным только им. Под светом камер и ожиданиями публики они сознательно сохраняют личное пространство. Не все нужно выставлять на показ, не каждое чувство нужно объяснять. В этом подходе есть мудрость, понимание того, что самые ценные вещи часто оберегаются молчанием. В работе профессионализм всегда на первом месте. Однако даже в этих рамках поклонники все еще могут уловить намеки на теплоту, которая никогда по-настоящему не исчезает. Короткий взгляд во время перерыва на работе, невольная улыбка – все это кажется искренним и постоянным. Многие понимают, что крепкие отношения не всегда характеризуются чрезмерной интенсивностью, скорее, они характеризуются постоянным присутствием. Тэхён и Чингук демонстрируют, что чувство принадлежности может проявляться в самой тихой форме, но при этом быть самым прочным. Они никуда не спешат, они не шумят, они всегда рядом. В своем долгом совместном пути они прошли через различные этапы жизни, от подросткового возраста до взрослости и огромной ответственности, связанной с публичностью. Каждый этап приносит свои трудности, но он также укрепляет фундамент, который они построили. Перемены не разлучают их, они объединяют их более зрелым образом. Когда один чувствует усталость, другой всегда рядом, даже без просьбы. Эта поддержка не всегда словесная, иногда это просто сидение рядом, молчание или смех над простыми вещами. Такое присутствие дарит невидимую, но глубоко ощутимую силу. Поклонники часто говорят, что время, проведенное вместе, ощущается как дом, не из-за драмы, а из-за чувства защищенности, которое они излучают. В их совместном присутствии есть что-то утешительное, словно мир стал немного мягче. Это чувство не выдумано, а является результатом стабильности, наблюдаемой на протяжении многих лет. Небольшие моменты, запечатленные как формально, так и неформально, становятся взаимосвязанными частями истории. Ничто не преувеличено, ничто не натянуто. Именно эта простота делает все это реальным и долговечным. В групповой динамике они уважают личное пространство и роли друг друга. Нет необходимости доминировать, нет желания утверждать себя через друг друга. Это взаимное уважение отражает эмоциональную зрелость, которой редко обладают многие люди. Их теплота также отражается в том, как они слушают. Когда один говорит, другой действительно присутствует. Такое полное внимание создает чувство уважения, важнейшую основу для любых отношений, которые надеются на долговечность. Многих вдохновляет то, как они совмещают карьеру и личные отношения. Напряженный график, глобальное давление и требования индустрии не умаляют их человечности. Напротив, они подчеркивают общие ценности, которые тщательно поддерживают. Каждое достижение отмечается вместе, с каждой трудностью они сталкиваются плечом к плечу. Нет зависти, есть только искренняя гордость за успех друг друга. Такая поддержка не возникает за одну ночь, она растет из эмпатии и взаимного доверия. Их отношения также учат нас тому, что близость не всегда должна быть видимой. Интимность заключается в уединении, сила в сохранении личных вещей. Поклонники, которые это понимают, выбирают уважение, а не требования. С течением времени остаются не слухи или домыслы, а скорее история отношений и поступков. И из этого многие делают вывод, что эта связь не случайна, это выбор, который постоянно обновляется каждый день. В быстро меняющемся мире постоянство – редкость. Однако Тэхён и Чингук демонстрируют, что эмоциональная стабильность – это утешительная опора. Им не нужно ничего доказывать, то, что у них есть, говорит само за себя. Для кого-то это история о любви. Для других – о глубочайшей дружбе.